Привет всем любителям пива, с вами Ян Калка, и у нас на обзоре пиво Хамовники от московской пивоваренной компании. Уже больше 10 лет этому бренду. У нас на столе Хамовники чешская, венская, пильзенская, баварская. Мюнхенского я не нашел, но они, если честно, оно редкое и не особо пользуются спросом, насколько я понимаю. Имеем самое простое, самое легкое, самое пустое, это у нас Хамовники чешская, она же десятка, 0,45. Объем плохо, традиционный чешский сорт, десятка, исключительно питкое, освежающее пиво с легкой горчинкой, приятным солодово-карамельным оттенком. 3,7 алкоголя, 10 экстрактивность, сброжено довольно слабо, то есть сахара много осталось. В составе у нас вода питьевая, солод пивоваренный ячменный, хлебопродукты. Бутылка красивая, именно Хамовники вы увидите полки магазина издалека. Кстати, удобно, что закручиваются крышки, но неудобные сами бутылки. Да, бутылки они прикольные, интересные по внешнему виду, но их брать с собой куда-нибудь либо ставить в холодильнике они неудобны. Поэтому я из Хамовники беру, а беру их очень редко. Жена пьет пильзенская, пьет жена. Поэтому только его и беру, по сути. То стараюсь брать в банках. Так, цвет светлый, некрасивый цвет. Абсолютно некрасивый, светло-соломенный, как буратино. Пены, как мы видим, нету. В аромате чуть хмеля, ну совсем чуть-чуть, пробуем на вкус. Для десятки, нет, не совсем питкая десятка, здесь много хмеля сравнительно. Именно на глотке горчит. Довольно сильно горчит. Я даже не знаю, какая чешская десятка так горчит. Ну, то есть, я не знаю, ни Старопрамен не горчит так. Противная вот эта горечь. Не знаю, я давно его не пил, слава богу, что я его давно не пил. Давайте венская. Давайте открываем венская. Прародитель, по сути, Жигулевского. Солод ячменный пивоваренный, хмелепродукты, вода питьевая. Алкоголь 4,5, экстративность начального сусла 11. Также не целые 0. Здесь, по-моему, 0,47 или сколько. Ну, тоже, в общем, не полные, не 0,5. Венская с красноватым оттенком. У меня, кстати, с ним история совсем не сложилась. Я дважды его покупал. Один раз я его был приятно удивлен, один раз я его вылил. Здесь однозначно другой хмель, либо немецкий какой-то, либо, может, австрийский. Но не САС здесь хмель. Горчинка в конце. Сладости здесь не слышу. В аромате как немцы. Причем немцы именно в ароматике, когда они, тут карамелька есть. Темные немцы, вот эти дешевые, беспонтовые из пятерочек. Вот они так пахнут. Темные лагера. Практически безвкусно. На глотке есть горчинка на послевкусие. Сейчас по аромату начинает кислить. Вот реально на аромате начинает кислить. Я его тоже, наверное, сейчас вылью. Причем вот это венское, оно там что-то завоевывало где-то. На мой взгляд, это полная хуйня. Завести на соревнования или там турнир можно все что угодно. Так, Хамовники пильзенская. Я все-таки покупаю довольно часто, не себе, а жене. Пиво светлое, пастеризованное, фильтрованное. 4,8 оборота, 12 сусла в составе вода, солод пивоваренный ячменный, хлебопродукт. Тут я думаю, что вопросов не должно быть. Я надеюсь, по крайней мере. Хотя цвет тоже такой себе. Вот если его поменять местами. Вот вы видите, да, что цвет один в один с чешским. Ну, тут хотя бы пена есть. И у чешского или у венского никакой пенной шапки нет абсолютно. Здесь мягкий, приятный хмель, мягкая, приятная горчинка, не выпирающая, как в этом чешском. Но обратно же я уже говорил, что она не солод и хмель, баланса здесь не хватает. Это не пилснер уркул, это грубоватый хмель на послевкусие. Но обратно же, слава богу, он там не держится по 5 минут на языке. Тут ничего нового. Пока из того, что мы протестировали, я как покупал это, скорее всего, так и буду покупать. Давайте сейчас пшеничку. Это у нас баварская пшеничная. Хамовники пшеничные, не осветленная, пастеризованная. 0,45 объем. В составе вода питьевая, солод пивоваренный, пшеничный и ячменный, хлебопродукты, пивные дрожжи. Алкоголь 4,8. Экстрактивность начального сусла 12. Так, что нам покажет пшеничка? Хотя, повторюсь, я не фанат пшенички. По цвету коричневый, хотелось бы, наверное, более в оранжевую сторону. Банан на месте и кислинка, протухлость, затухлость тоже на месте. Давайте на вкус пшеничку, чтобы долго не затягивать. Пшеничка кислит, сильно кислит. На послевкусие кислота, какая-то горечь, прогорклая. Срок годности не интересует. Чувствую, еще одна пшеничка полетит в унитаз. В общем, 25.07.22. Годно по 25.04.23. Она очень сильно кислит. По аромату может и нормально все.
Нет, это я, скорее всего, не буду покупать, это единица. Вот это вот единица, это не покупай. В общем, я могу подвести итог и сказать, что это сравнительно средненькое, средней паршивости пиво. На заре, когда только МПК открылось, это было хорошее пиво, но сейчас хорошего пива из масс-маркета довольно много. За свою цену хамовники ничем не выделяются. Единственный вариант – хамовники пильзинское. Оно, да, немножко выделяется среди всей вот этой вот братьи. Венское никакое, не знаю, какие они там берут медали, оно кислит, жженый солод слышно есть, но оно дальше уходит в кислоту, нафига мне кислятина вот это. Венский лагерь, насколько я понимаю, не должен кислить. А вот это вот хамовники чешское, это вообще, я не знаю, это не похоже на десятку, она не питкая за счет того, что горечь, причем ужасная горечь. В аромате ее нет, а в послевкусии есть горечь. Резкая, не сглаженная ничем. Вкус отдельно, аромат отдельно, вкус отдельно. Я не понимаю, какое это может быть питкая, чешская, десятка. Нет. Возьмите обычный старопрамен, поймете, что такое даже 11 лучше старопрамена возьмите и поймете, что такое питкое пиво. Козла возьмите не пензенского, а обычного чешского. Правда, там тоже чуть не двенашка. Темного там десятка. Это не питка. 3 балла, 2 балла, 6 баллов. Пильзинское можно брать. И баварская единица. Как я покупал пильзинское, и то и не для себя, так и буду, скорее всего, покупать. Остальное пиво не заслуживает внимания. Ни венское, ни вот эта вот пшеничка никакая, ни вот эта чешская десятка, которая не десятка, но давайте честно, это не десятка. Ни хрена сюда лупанули хмеля, криво, косо, просто. Вот мы не пожалели, мы лупанули хмеля. Зачем? Зачем так делать? Беспонтово. Поэтому хамовники единственные из хамовников, вот это я вам рекомендую. Остальное очень сильно на любителя и скорее всего вам не зайдет. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. С вами был Ян Калка. Пишите, на какую линейку пива сделать еще обзор.